Проект Steps в Батуми — это премиум-комплекс, и его построил застройщик Premium Group и в коллаборации, да, с застройщиком Метрополь, который сейчас строит Куб и Овал, например, на Жулиш-Артава в Батуми. И я думаю, что те, кто хоть раз интересовался недвижимостью в Батуми, слышал про Steps. Этот проект уже работает, он уже функционирует. И я недавно искал квартиру в этом проекте и увидел вообще объем предложений. И он меня, так сказать, немало удивил. На том же сайте Quarter, да, на доске объявлений, увидел 416 предложений, да, 416 объявлений. Это, конечно, не значит, что продается 416 разных квартир. Конечно же, там есть дубли, квартиры, которые предлагают разные риэлторы, да, то есть одну и ту же квартиру разные риэлторы. Или там могут быть квартиры-приманки, так называемые, для лидогенерации. К сожалению, в Батуми такое тоже встречается. Тем не менее, даже если убрать все это, я нашел, ну, примерно 320 уникальных квартир. Возьмем там 10, ну, пускай даже 20% погрешности на мою работу. Вдруг я что-то неправильно оценил, потому что я, ну, не прозванивал все эти объявления. Но все равно, даже при всем при этом, остается там 260, может быть 290 предложений на продажу. Это достаточно много, учитывая тот факт, что в самом проекте Steps всего 550 апартаментов. Если посмотреть на структуру квартир, которые сейчас продаются в Steps, то примерно 75% всех предложений – это студии. Еще около 18% это квартиры формата 1+1, пожалуй, самый ликвидный вариант, но об этом чуть позже. И квартиры формата 2+1, там совсем немного, около 7%. Из этого можно сделать первый вывод, что Steps – это рынок студий. Студий реально здесь много, поэтому она, то есть студия, без каких-то явных преимуществ там, по цене, виду, ремонту, довольно плохо выделяется среди конкурентов. Но при этом важно отметить, что среди всех этих студий, да, эти студии подразделяются еще на ряд сегментов. Так вот, например, есть микростудия 24-26 метров. Они занимают примерно около 23% от всех студий, да, на продажу в этом проекте. Это самый дешевый входной билет на данный момент, но по ликвидности, вы понимаете, наверное, их будет тяжелее всего продавать. Также есть компактные студии, примерно 27-30 метров. И дальше идут студии, которые я для себя назвал нормальные. То есть там 31 квадратный метр, 33 квадратных метра. Это такой массовый сегмент. И чуть поменьше есть студии, такие большие, просторные, там 37-38 квадратных метров. Они, кстати, классно подходят для, ну, не то что для жизни, но для отдыха, да, приехать бы в Батуми, отдохнуть. Если смотреть вот по медиане цен, то средняя студия в Steps сейчас получается примерно 58-60 тысяч долларов. То есть по цене за квадратный метр это около 1900-2000 долларов за метр. И самый массовый сегмент это как раз вот эти студии 31-33 квадратных метра. Но и самый рискованный сегмент, на мой взгляд, опять же, это вот эта микростудия 24-26 метров. Кстати, подробную аналитику по студиям именно в проекте Steps я писал в своем телеграм-канале, небольшую статью, где-то примерно 1,5 недели назад, поэтому ссылка будет в описании. Заходите, читайте, там все подробно и по ценам, и по метражу я разбирал. Квартира формата 1+1. Здесь медианная цена уже находится примерно в диапазоне 90-100 тысяч долларов. Можно найти варианты дешевле, да, есть и за 75, и за 80, чуточку там с худшим ремонтом и так далее. То есть есть свои компромиссы, но найти квартиры такого формата реально. Вот. Кстати, здесь вот важно еще рассказать, я вот постоянно говорю медианная цена, что я имею в виду. Есть обычная, да, средняя цена. Она, как по мне, все-таки немного неточная, потому что она искажается дорогими или совсем аномально дешевыми вариантами. Там условно, если мы видим, что квартира продается за 5000 долларов за квадратный метр, а вторая квартира стоит 1000 долларов за квадратный метр, то средняя цена 3000 долларов, да, за метр, но это же не совсем так. Поэтому я взял медиану.
То есть медиана, она делит рынок пополам, то есть есть 50% квартир, которые дешевле этой цены, и 50% квартир, которые дороже этой цены. И, на мой взгляд, она как бы более точно отражает рынок в целом. А если продолжить говорить вообще вот про формат 1+1, на мой взгляд, он начинает выглядеть интересно. Если квартира находится в районе $1900 за квадрат или даже ниже, да, и при этом если квартира действительно хорошая, потому что студий в комплексе, ну, реально очень много, а нормальный 1+1, да, по адекватной цене, это уже, ну, более-менее ликвидный формат. В среднем, кстати, вот по Steps у меня картина получилась такая. То есть медиана по всем лотам находится примерно в диапазоне 1950-2000 долларов за квадрат. Вот квартир дороже $2500. В выборке оказалось примерно 7%. Обычно такие цены должны быть чем-то оправданы, либо хорошим видом там, или качественным ремонтом. В диапазоне 2000-2500 тут примерно 36% квартир. Ну, остальная часть находится ниже 2000, то есть, но не ниже, да, $1850 за квадрат. Там есть, конечно, варианты дешевле 1800, но уж там вообще начинается совсем другое измерение, потому что там попадается уже квартира с таким откровенно слабым ремонтом, сделанным под себя, либо вообще квартиры, да, без ремонта. Квартиры без ремонта я, честно говоря, старался не учитывать как прямых конкурентов, особенно если они там стоят по $1600-1700 за метр. Если коротко говорить про сам Steps, это хороший проект, он находится в приятной локации. Здесь рядом есть парк, есть море рядом, несмотря на то, что это не первая линия. Есть там торговый центр. И при этом, да, в самом комплексе есть своя внутренняя инфраструктура. Здесь и спа, и тренажерный зал, коворкинг, бассейн, там внутренний двор, там какой-то мини-сад. Все это очень важно, да, то есть здесь приятно находиться в целом, да, и жить. И вообще вся вот эта история с внутренней инфраструктурой, она действительно важна, потому что если вы как собственник квартиры продаете, ну, просто квадратные метры и какой-нибудь там кожаный диван, но это мало кого может заинтересовать. А если вы продаете образ жизни, да, в этой квартире и удобство, то это уже, ну, говорит о многом. И здесь инфраструктура действительно повышает шансы сдавать квартиру, то есть сам комплекс, он хорошо конкурирует с другими домами, особенно в округе, то есть борясь за эту локацию. После объявления на продажу я посмотрел объявления по аренде. На доске объявлений по Steps было 10-11% от всего номерного фонда. Я не знаю, хорошее это соотношение или плохое, но в связке с большим количеством квартир на продажу, это как минимум интересно. По аренде структура примерно похожая, как и на продажу, то есть около 70% предложений это студии, и самый массовый нижний сегмент по аренде это студии 30-32-33 квадратных метра. По объявлениям они чаще фигурируют там в ценовом диапазоне $400-450 в месяц. Я вот говорю сейчас именно про долгосрочную аренду, не про посуточную. В оптимистичном сценарии $500. Большие студии выглядят чуточку подороже. Там можно видеть ориентиры уже $550-600 в месяц. Что интересно, этаж сам по себе как будто бы не очень хорошо объяснял цену. Мне показалось, что как будто бы это вообще не важно, в каком этаже находилась квартира, там, на нижнем или высоком. Наверное, больше всего влияет на цену квартиры по аренде здесь это наличие хорошего ремонта и видовые характеристики, да, из окна. То есть нельзя сказать, что чем выше этаж, тем дороже аренда. По квартирам формата 1+1. Здесь такие объявления, ну, варьируются где-то $600-700. В отдельном случае есть квартиры и по $800. Большие квартиры, тут есть большие квартиры формата 1+1 и квартиры 2+1, то есть такая небольшая выборка. Вот они могут быть уже где-то в районе $900-1000 в месяц. Соответственно, уже на этом моменте можно плюс-минус прикинуть, ну, примерную, да, то есть вот на коленке собранную доходность. То есть если взять, что большинство квартир здесь продается студии, а из них самый массовый сегмент продаются студии там 30-32 квадратных метра,
а медиана цен здесь 1950-2000 долларов за квадрат, то у нас плюс-минус получается, что квартира, ну, самая популярная цена, самые популярные квартиры, это 58-60 тысяч долларов. По аренде у нас там 400-450 долларов разброс не в сезон. Предположим, 400 на 9, 3600 за год. Условно, пару тысяч мы заработаем за 3 месяца летних. Это 5600. Это вот грязными, да, то есть без всяких там вычетов вот этих 2 долларов за квадратный метр, без вычетов коммунальных услуг, без вычетов налогов. Я думаю, что если все это вычесть, у нас получится как раз там 7-8% годовых. Ну, может быть, 6-7. То есть все-таки эта цифра уже как-то ближе к той цифре, которую местные эксперты и специалисты, да, которые публикуют отчеты, например, тот же Golden Taggart, рисуют там порядка 8% годовых. То есть мы плюс-минус к этой цифре и приближаемся. Но если здесь действительно можно получить около 8% годовых, почему тогда так много квартир сейчас продаются? В проекте Steps очень много квартир находится под управлением. И у меня есть знакомые, у которых, вот, допустим, у одних ребят, там была доходность в районе 4% годовых, да, с учетом работы управляющей компании. Другие делились опытом, что у них 2,5% доходности. Вообще, если вы собственник, то эту информацию можно запросить у управляющей компании внизу на ресепшене. Они вроде как предоставляют эту информацию. Я видел такой вот скриншот с их программы. Значит, у меня была потенциально возможная сделка. Мы смотрели квартиру с покупателем в этом комплексе. Как раз она была под управлением. И сам продавец тогда говорил, что ну, как бы от управления можно легко выйти. Я попросил его прислать контракт, да, с управляющей компанией, в котором было написано вроде бы 10 лет, что нельзя выйти из управления, что там предусмотрены какие-то штрафные санкции, или как это правильно называется. Тем не менее, я задал вопрос по этому моменту, и продавец меня уверил, то, что это только так в договоре написано, ну, на практике, то есть легко можно выйти. Я уж тут не знаю, можно ли тут легко выйти и насколько легко можно выйти из управления, но если это было бы легко, наверное, не было бы столько объявлений на продажу, особенно продавцов студий, на данный момент на досках объявлений. Если вдруг смотрят видео собственники Степса, наверное, даже больше интересней бывшие собственники, да, квартир Степса, напишите, пожалуйста, в комментариях обратную связь вообще, как здесь происходили дела. Мне нравится этот проект, но тем не менее вопрос инвестиций, то есть инвестиционная часть этого комплекса остается открытой. Вроде бы рассказал многое в этом комплексе, наверное, не затронул тему про покрышки, которые лежат возле входа, но, наверное, именно об этой истории уже знают все, кто интересовался этим проектом. Или не все? Пишите в комментариях.